Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, из разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши теплые слова. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи, не только из такой, с которой показываю я. Самое главное, правильно подобрать крючок. Ну, а я рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня. У меня сегодня Alize Angora Gold Simli. Блестящие вот такие вот ниточки. В моточке в 100 граммах 500 метров. Информация для новичков, да, кто еще не вязал. 75% в составе акрил, 20% шерсть, 5% металлик. И крючок нам советуют брать от двоечки до четверочки, ну, в зависимости от узорчика, плотности вязания. Цвет, смотрите, 71. Он такой сиренево-серо, такой интересный цвет. На камеру передается вот именно так, как он есть. То есть и не серый, и не сиреневый, да? И смотрите, крючок я сегодня беру номер 3. Я данным крючком вязала данную пряжу. И вы точно так же читаете аннотацию к своей пряже, подбираете правильно крючок, чтобы у вас все-все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Давайте наберем 2 полных раппорта. Да? Это получается 24 воздушные петельки. И еще половинку, получается 7 воздушных петелек. Вы увидите, да, так будет красиво узорчик будет заканчиваться. Итого наберем 31, получается, воздушную петельку. Угу. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. И при наборе петелек данную петельку мы не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот, это мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, давайте сделаем вспомогательный ряд. Да, он будет состоять из столбиков с накидом, чтобы мы не запутались в петельках. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. 2 петельки и 2 петельки. Накид. Следующую петельку прям по порядочку идете по цепочке. Ныряете в следующую петельку аккуратненько и провязываете точно так же по 2 петельки столбик с накидом. И в следующую петельку, и во все последующие вот так вот провязываете столбик с накидом. Так, сами себя контролируйте. Получается, в итоге у вас должно получиться количество столбиков ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. У меня получается 31 воздушная петелька, значит получается 31 столбик с накидом. Несложная математика, да? Все, и вот так вот шагаете. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, так, первые 3 петельки, это тоже имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Это же не сложно? Не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Дальше вяжем по узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. Сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик без накида. Есть. Дальше вот наши 3 столбика. Так, беремся за верхушки и провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. То есть самым первым столбиком, самым первым, да, у нас получается 4 столбика без накида. Далее, смотрите, делаем накид, пропускаем 2 столбика. Раз, два, в третий столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Раз. Сюда же столбик с накидом. 2. Сюда же столбик с накидом. 3. 4. 5. И 6. 6 столбиков с накидом провязали мы верхушку одного столбика предыдущего ряда. Далее, смотрите, пропускаем опять 2 столбика. Раз, два. В третий столбик
провязываем столбик без накида. И вот так вот по порядочку идем по столбикам. Еще 6 столбиков без накида, чтобы по итогу получилось 7. Итак, это у нас второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Угу. То есть вот здесь вот у нас получается 4 столбика, это как бы половинка вот этих вот столбиков. Все, а дальше повторение. Опять делаем накид, пропускаем 2 столбика и в третий столбик начинаем провязывать веерочек, состоящий из 6 столбиков с накидом. Понятно, да? Я думаю, что несложно. И вы до конца ряда справитесь самостоятельно. Справитесь? Давайте. Веерочек. И опять получается сделайте 7 столбиков без накида. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот провязали, получается, столбики без накида, и у нас остаются еще 3 петельки. Так, ну, если вы повторяете точно так же, как и я. Раз, два, три. По узорчику 2 столбика мы пропускаем, и в третий столбик, то есть имитация столбика, да, в третью петельку подъема делаем накид, ныряем в третью петельку и провязываем всего лишь только 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Это у нас будет половинка веерочка. Понятно? Тот веерочек, который мы провязывали, вот он. Здесь будет только половинка. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Накид. Сюда же в верхушку этого столбика нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Смотрите дальше внимательно. Вот у нас получается следующий столбик нашего веерочка. Ныряем в верхушку. И смотрите. Подтягиваем ниточку раз и держим на крючке. Накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, подтянули 2, держим на крючке. Теперь провязали петельки вместе до 2 петелек, 2 вместе. Так, у нас такой пышный столбик получился. Воздушная петелька, накид. И в третий столбик точно так же провязываем пышный столбик. Раз, накид, сюда же 2. Все вместе до 2 петелек провязали, 2 петельки вместе провязали. Угу. Пышные столбики. И воздушная петелька. Дальше смотрите, у нас было 7 столбиков без накида. Мы отсчитываем четвертый, то есть серединку. Раз, два, три, 4. Центральный столбик. Нырнули в него, провязали столбик без накида. Есть. Далее смотрите, провязываем 6 пышных столбиков. Вот наш веерочек. И мы над каждым столбиком провязываем пышный столбик. Итак, верхушку первого столбика беремся, вытягиваем ниточку раз, накид, сюда же нырнули 2, провязали 2 петельки, все петельки, вернее, до 2 петелек 2 петельки, воздушная, точно так же следующий столбик, нырнули раз, накид, нырнули 2, провязали, зафиксировали, воздушная, третий раз. Потянули раз, потянули 2, провязали, зафиксировали, воздушная. Поняли, да? Вот такие вот пышные столбики. Накид. Опять ныряем сюда. Раз, 2, провязали, зафиксировали, воздушная. Раз, 2, провязали, зафиксировали, воздушная. И получается у нас шестой, да, столбик. Раз, 2, провязали, зафиксировали, воздушную петельку сделали. Считаем, проверяем себя. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все, отлично. Опять отсчитываем четвертый столбик без накида. Раз, два, три, 4. В четвертый столбик нырнули, провязали столбик без накида. Поняли, да? Все, здесь у нас половинка веерочка, здесь целый веерочек. Сейчас вы переключитесь на целый веерочек, провяжете целый веерочек из пышных столбиков. Договорились? Не сложно? Давайте. А в конце ряда я вас встречу. А вы провязывайте самостоятельно. Так, ну что, надеюсь, у вас получились веерочки, да, из пышных столбиков. Воздушная петелька. И опять, смотрите, получается, мы отсчитываем последний столбик без накида. Раз, два, три, 4. Вот. В четвертый точно так же провязываем столбик без накида. Все ровненько, все аккуратненько. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Поворот. Накид.
Сюда же в верхушку этого столбика ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Дальше смотрите. Вот наши пышные столбики. Раз пышный столбик, 2 пышный столбик. Так? Между ними вот такая вот арочка из воздушной петельки. Мы, получается, ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Далее 7 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перепрыгиваем все наши пышные столбики. Вот, доходим до последнего. Видите, перед ним арочка находится. Мы в эту арочку ныряем, провязываем столбик без накида. То есть у нас вот такая вот большая, такая, видите, арочка. Дальше что мы делаем? Накид. Вот у нас столбик без накида между пышными столбиками. Мы провязываем сюда 6 столбиков с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4, 5 и 6. То есть, если внимательно посмотрите, то мы сейчас с вами провязываем точно такие же веерочки, как мы провязывали вот в нашем первом ряду. То есть здесь у нас были 7 столбиков без накида, а мы здесь делаем 7 воздушных петель. Поняли? Все то же самое, но в шахматном порядке. Все. И опять же присоединяемся. Смотрите. Между первым и вторыми пышными столбиками арочка в арочку, столбик без накида. 7 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять перепрыгиваем наши пышные веерочки, пышные столбики. Вот последний пышный столбик, перед ним арочка. Беремся за эту арочку столбиком без накида. И вот сюда провязываем опять 6 столбиков с накидом, и я вас встречу здесь. Договорились? Давайте веерочек самостоятельно. Угу. Несложно. У вас получится. Давайте. Итак, вот провязали наши веерочки. Так, веерочки. И смотрите, присоединяемся точно так же между первым и вторым пышным столбиком, столбиком без накида, а далее 3 воздушные петельки. То есть не 7, да, а половинку, 3 воздушные петельки. И помните, у нас здесь были 3 петельки подъема. Мы присоединяемся к третьей петельке аккуратненько и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Видите, все то же самое, только в шахматном порядке. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же ныряем, провязываем столбик без накида. Теперь смотрите, вот опять наши, получается, веерочки. Мы будем провязывать здесь пышные столбики. И точно так же провязывайте. Получается, потянули ниточку. Раз, два, провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Угу. И второй, третий, четвертый и пятый, и шестой столбики точно так же. Провязываем, как наш второй ряд. Так, 3 сделала накида. Так, провязали, зафиксировали. Вы здесь можете в пышных столбиках делать не 2 петельки, 2 накида, можете 3, 4, 5, 10, да, делать. Конечно, от этого пышные столбики будут более эффектные, но пряжа скушает тоже больше. Поэтому, если хотите поэффектнее пышные столбики, запаситесь, получается, пряжей. Угу. Все, давайте. Вот так вот провяжите до конца пышные столбики, а здесь я покажу дальше, что мы сделаем. Договорились? Потому что вы уже умеете так вязать. Давайте 6 пышных столбиков. Так, смотрите, вот наши 6 пышных столбиков. Все красиво, все ровненько, аккуратненько. Опять же, дальше мы делаем воздушную петельку и присоединяемся. Помните, да, как у нас здесь был столбик без накида? Смотрите здесь внимательно. Получается, мы шагаем, вот считаем, 1, 2, 3 пышных столбика, да, вот в предыдущем веерочке. И мы, получается, вот наша арочка. Мы ныряем между третьим и четвертым вот в эту арочку, захватываем большую арочку и вместе провязываем столбик без накида. Угу. Все. И дальше опять то же самое. Переключаемся на наш веерочек и провязываем пышные столбики. 1, 2, провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Поняли? То есть повторяем то же самое, получается, наш ряд с пышными столбиками, только опять же, в шахматном порядке. Все, давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, веерочек, а здесь у нас половинка веерочка, да, у нас здесь получается 3 пышных столбика. По схемке, которую я вам здесь покажу, у вас здесь отмечено 2 столбика с накидом, то есть как вам удобно, так и вяжите. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же мы присоединяемся столбиком без накида. И далее, смотрите, мы провязываем всего лишь только 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Потому что у нас здесь уже сразу же начинается наш веерочек опять, да, помните?
Итак, присоединяемся, получается, между первым и вторыми пышными столбиками. Раз, два. Вот в эту арочку столбиком без накида. Так. А потом вот наш столбик без накида предыдущего ряда опять провязываем веерочек. Раз, два, три, 4, 5, 6. И этот веерочек, смотрите, опять присоединяем между первым и вторым пышным столбиком без накида. Далее у нас тут опять 7 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И опять переключаемся до последнего пышного столбика. Перед ним арочка, столбик без накида. Поняли, да? То есть мы сейчас провязываем точно так же, как самый первый ряд. Единственное, что между место столбиков мы провязываем вот нашу арочку из воздушных петелек. Понятно? Все, дальше повторение. Сам по себе узорчик это в начале веерочки, потом пышные столбики. Потом вы сдвигаетесь немножко в шахматном порядке, опять веерочки, пышные столбики. Потом опять возвращаетесь, веерочки, пышные столбики. Ничего сложного, мы с вами уже все моменты прошли. Я вам дополнительно сюда прикладываю схемку. Кто умеет взять по схемке, смотрите, сами себя контролируйте. Так? Кто не умеет взять, обязательно посмотрите. Мы уже отметили, где провязываются пышные столбики, где воздушные петельки, где обычные столбики без накида, где столбики с накидом. Так? Смотрите на схемку, повторяете, ничего сложного нет. И опять же повторюсь, вы можете пышные столбики делать из 2 накидов и 2 петелек, можете делать больше. Они будут пышнее, эффектнее, но пряжа скушает побольше. Ну все, все нюансы как бы прошли. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень-очень красиво, объемно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, вот получается, мы с вами провязали раз, два раппорта, да, потом повторяется 3. Смотрите, они провязаны одинаково. Пышные столбики, состоящие из 2 петелек и 2 накидов. А здесь я сделала 5 накидов и 5 петель. Видите, как эффектно смотрится, да? Смотрите, сравнивайте, как вам больше нравится. 3 ряда точно так же. Раз, два, три. Пышные столбики. Видите, какие большие. Здесь 5 накидов, 5 петелек. Здесь 2 накида, 2 петельки. То есть вы можете остановиться на серединке, там 3-4 накида, да. Можете точно так же делать 5. Наверное, больше уже будет слишком много, правильно? Вот такая красота. Красота, видите, двусторонняя. Выбираете любую сторону, такая у вас будет лицевой стороной. Ну, в первую очередь, я, конечно, вижу кофточку. Вот мне вот так вот захотелось, увидела кофточку. Смотрите, какой объемчик, да? Видите, сразу видно такие вот волны. Вот. Если не хотите сильный объемчик, вот вам, пожалуйста, тоже красиво, эффектно, интересно в копилочку ваших узорчиков. Узорчик не новый, я думаю, что многие вязали данным узорчиком. Рассказывайте, пишите, что вязали. Палантинчики, кофточки, из какой пряжи. Это была теплая ниточка, да, так скажем, зимняя, либо это, наоборот, был летний вариант. Это были топики, маечки. Возможно, это у вас шарфики, снудики. Не забывайте переворачивать узорчики. Так, снудики. Возможно, вот так вот вы сделаете. Может быть, это платьишки, юбочки, все что угодно. Так что пишите, что вы видите в данном узорчике, что можно запланировать, связать. Девчата читают. Возможно, кому-то ваша идейка понравится. В моем случае, смотрите, как тянется. Чуть-чуть. Ну и тут тоже не очень сильно. Берите вашу пряжу, пробуйте. Пробуйте. Вы можете делать даже веерочки с пышными столбиками, разными ниточками. Тоже будет очень интересно. В общем, вы большие дизайнеры, вы видите, как лучше будет выглядеть. Итак, я, получается, набирала 31 воздушную петельку. Моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Это получается, ну, практически 14 сантиметров, 13,8. Так? И тут, получается, веерочек и пышные столбики. Это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и первоначальный 13. Берем за самую верхушку, да, нашего узора, за крайнюю точку 11 сантиметров. 13 столбиков, 11 сантиметров. Ну, скажите, неплохо, да? Вот. Если вам понравился вариант, который выше, запасайтесь ниточками. Пряжи кушает много. Если вам понравился вариант ниже, ниточек скушает поменьше, но тоже приличное количество. Угу. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием.
Всем ровных петелек. Пока-пока.